не только как циркового деятеля, но и как преподавателя, профессора действующего, да, мы хотели бы задать вам целый ряд вопросов. No, I have to explain something. I teach history of the circus in the University of Milan. Он хотел бы объяснить, что он преподает историю цирка в университете Милана. And at the same time, Александр Сирено. Александр Сирено для тех, кто не узнал. Хорошо. at the same time, история цирка – это замечательная вещь. Александр, мы знаем, что вы преподаете историю цирка, это замечательная вещь, но мы также знаем, что вы продюсер, антрепренер, агент и все остальное, да, и мы неоднократно все так или иначе встречались с вами на наших фестивалях, в наших цирках, поэтому мы попробуем задавать вам вопросы чуть-чуть шире, чем практика истории цирка. Александр, у меня такой вопрос. Вот, как вы относитесь к проблемам глобализации культуры, и в частности глобализации цирка, и как в этом контексте, что должна делать страна, отдельно взятая, да, как она должна относиться к тому, что хранить ли свою цирковую школу, либо пытаться влиться в общий строй? My opinion is that each country has to work in two different directions. Он думает, что каждая страна должна работать по двум направлениям. One direction is to try to make new experiments and to try to discover what's going on in the world, which company is doing more changement. Первое направление – это стараться создать что-нибудь новое и понять, что компания может сделать в этом новом направлении. Like, for example, of course, Cirque du Soleil in the past 20 years was a model, a reference, because showed to many companies one direction to follow. И Цирк дю Солей, конечно, был за эти последние 20 лет для нас всех примером, что можно сделать в этом новом направлении для цирка. The second direction is to always remember and to go for looking for our roots. А второе направление – это не забывать о своих корнях. Because if we only go and try to make the same thing like other companies do, we will lose our origin, the point of people. Потому что если мы будем только следовать чему-то новому или повторять то, что делают уже другие компании, мы потеряем то, что у нас имелось, и потеряем просто свои основы. It's very dangerous because all over the world, many artists try to, let's say, copy Cirque du Soleil or other new style. And doing like that, they forget their own culture and history. И в этом большая опасность, потому что очень многие артисты повторяют то, что делает Цирк дю Солей и другие новые цирки, и они теряют свою собственную культуру. So, of course, trying to go back to our own roots, we have
to find the best way to produce new art, new show. We cannot only reproduce what our grandfather was doing. We have to take inspiration and change it. Никогда нельзя забывать о своих корнях, и, конечно, не надо повторять то, что делали наши деды, но все равно мы должны взять то лучшее, что было тогда, и использовать это в новых номерах. So we can use the first direction, and I would say to try new experience, and the second direction to go to our roots and try to find Yes, we can take the first direction, look for new experiment of art, and the second direction, look for our roots and put it together and try to build a new language. Таким образом, мы должны соединить все то лучшее, что было у нас в прошлом, и новое направление, и создать новый язык. But I think that in Russia, you already do something like that. So I think that Russian artists, and with the help of the directors, of the choreographers, they already are in these two directions. И как раз в России у вас это получается. У вас как раз есть эти оба направления. Благодаря вашим директорам и режиссерам вы соединяете старое с новым. I have great respect for the Russian and before for the Soviet circus. Я с Because большим... you always work like that. You try to go for the new, for the experiments, but you never forget your identity. Ну, я с большим уважением отношусь к вашему искусству и к русскому цирку, потому что вы всегда стараетесь следовать новым традициям, но никогда не забываете о прошлом. Yesterday I was in Odessa at the clown festival Commodedia. Вчера я был в Одессе на клоунском фестивале. I've seen many young clowns there. И там видел очень много молодых клоунов. And also I've seen a famous group like Nikos or like СЦДР. И там были такие группы, как Микосы и Лицедеи. And I always appreciate that the Russian clown, Russian and former Soviet clown, they always are original. They never copy somebody else. И я считаю, что русские и советские клоуны, они всегда делают что-то новое и никогда не повторяют то, что есть у других. In Italy and in Europe, it's not like this. Especially for clowning, each clown tries just to copy another one. У нас в Италии, в Европе клоуны обычно повторяют друг друга. Of course, not everybody, but many of them, they just copy other repertoire. Ну не все, но очень многие повторяют репертуар друг друга. But of course, this is not a good way to work. I prefer the Russian way to work. Before to create an act, it's always a moment of reflection, thinking about our work. Но это, конечно, не самый лучший способ и не лучшая работа. Всегда нужно показывать что-то свое собственное. So you have to take, of course, inspiration from the past, but you have to do it in your own way. Всегда нужно брать то, что было лучше в прошлом, но представлять его в новом виде. Of course, you know that I also work with David Laribre. I produce his theater show, and I know that David Laribre is in Moscow now. So maybe few of them already have seen David Laribre working with at the costume circus. Ну, я работала над шоу Ларибре, и сейчас он выступает в Москве в цирке Костюка, и вы, наверное, видели эти номера, и можете понять, о чем я говорю. David is doing something like that. He looks for the roots, but he's always trying to do his own way. So I think that's the direction that we have to follow.
И Дэвид всегда поступает так. Он берет то, что было раньше, смотрит на какие-то истоки, но всегда это делает по-своему. И я считаю, что все должны так поступать. Да, хорошо. А вот у нас, например, Александра, сложилась такая, вот в нашем разговоре все время складывается ощущение, что мы теряем нашу клоунаду, которую мы любим, к которой мы привыкли, которой мы дорожим. Есть такое ощущение и в отношении того, что во всем мире клоунада потихоньку начинает уходить. На ваш взгляд, это общая тенденция, чем-то продиктованная, так сказать, объективными какими-то причинами, или это такой частный случай, который со временем исправится? So, but speaking here at the conference, we usually think that we are losing our Russian traditions in clowning. And Grigory thinks that maybe it's not only in Russia, but all over the world, the level of clowning is low now. And so what do you think about this? Is it the general tendency, or maybe there's some reasons for this? I agree with him. I agree with him because a few days ago I was speaking with Ennis Tonni. Ennis Tonni is the director of a very important circus in Italy, and his son Flavio Tonni is animal trainer. He won the Gold Clown in Monte Carlo 2 years ago. So we were speaking about the quality of the show that they have. They have the circus in Italy. Ну, несколько дней назад я разговаривала в цирке Тони. Энтони Тони, у него свой большой цирк в Италии, и сын его работает клоуном в его спектакле. Сын его был дрессировщиком и получил золотого клоуна 2 года назад. И у нас создается тоже впечатление. Sorry. I was a very good show. Я видел его представление, оно мне очень понравилось. They have very good animals act. Very good elephants, lion. Там просто великолепные цирковые номера с животными, со львами, со слонами. And they have very strong acrobats. И очень сильные акробаты. From Russia, from Ukraine, from China, from Italy also. И акробаты из России, Украины, Китая и даже из Италии. But they don't have good clowns. Но хороших клоунов нет. And I told them, why in your show you have a very good level of animals, very good level of acrobats, and you don't have clowns? And the answer was, because clown is difficult to find. И я спросила, почему такая разница между номерами с животными, между акробатическими номерами и такие ужасные номера с клоунами. И они сказали, что просто клоунов невозможно найти. It's true. I think the clown is even more difficult than acrobats and animals. Но это правда. И я считаю, что клоунский жанр гораздо более сложный, чем акробаты или дрессировщики. You cannot start too young to learn. Вы не можете начать учиться этому очень рано. And it's not a procedure to become a clown. И это не может являться процессом, чтобы со временем стать клоуном. If you want to become a juggler, you start with 2 balls, 3 balls, 4 balls, 5 balls, and so on. Если как жонглер вы можете технически начать с 2, 3, 4 шариков. Of course, after that, you have to find your style and to make become one technique also form of art. But in clowning, it's not so easy. I mean, it's not a procedure. It's always different. Okay. И если вы начинаете жонглировать несколькими мячами, то со временем вы находите свой стиль и готовите хороший номер. А с клоунами так не получается, потому что из этого нельзя сделать процесса. So this is a general phenomenon all over the world, not all in Russia. Even abroad, it's not easy to find
strong clown. И таким образом это уже является тенденцией для всего мира, не только для России, что очень сложно найти хороших клоунов. So, from one point of view, it's true what I said before, that Russian and Ukrainian clown, they are always at least originals. И с одной стороны, совершеннейшая правда, то, что я сказала до этого, что русские и украинские клоуны не похожи ни на кого. But we also have not only original, but many very good Russian clowns at the moment. И вообще есть в настоящее время очень много хороших клоунов. In Odessa I was with our old friend Anatoly Marchevsky. Марчевский был в Одессе, мы с ним встречались. And so, of course, we were speaking about the situation of clowning. И с ним обсуждали ситуацию с клоунами. It's very hard to become a clown, and I think that Russia, the Russia circus, have to invest not only money but time and people in doing that, giving to the young clown the possibility to grow up, to look what's going on in the world, and to try to grow, to become better and better. И для русского цирка очень важно инвестировать в клоунов не только время, не только деньги, но и людей. И надо ездить по всему миру, смотреть, что происходит. I've seen 3 groups made by female clowns. Я видел 3 цирковые группы из женских клоунских группы. Yeah. And it was very interesting to realize how they create the act starting from something that is very contemporary in the daily life. И было очень интересно наблюдать, как они из обычной жизни сделали цирковые номера. So clown also have to take care about what's going on in the world. The clown is always also political and philosophical together. И клоуны всегда создают свои номера из сюжетов, которые они встречают в жизни, осмысливают их политически, философски, и потом получается номер. These girls in Odessa, 3 of them, they create the act starting from the disco. So how the girls, the young girls, act normally in the disco, which kind of relationship are now in the disco club between the girls and the boys. So they start from this point and they develop one act. Эти девочки, они сделали свой номер из сюжета о том, как они танцуют диско, какие у них отношения с ребятами во время диско, и на этом построен их номер. Another couple create one act about the email. А другая группа, они свой номер сделали на тему интернета, на тему, как они посылают имейлы. So the body techniques was very ancient, coming from Marcel Marceau or Etienne de Cruz. But the language, the idea was contemporary. Их язык телодвижений, он очень традиционный и исходит еще от того времени, когда был Марсель Марсо, и, в общем, достаточно все традиционно. Но тема, которую они рассказывают, она очень современная. Окей. Я хотел... That's how the clown should work. И вот так должны как бы развиваться клоуны. Александр, я извиняюсь, у нас так со временем довольно будет напряжен. Это я хотел задать вот какой вопрос. Смотрите, дрессура в европейском цирке все время сокращается за счет зеленых, за счет многих других проблем. Клоунада сокращается. По какому пути пойдет развитие, на ваш взгляд, пойдет развитие европейского, русского цирка? So in our life we can see that time of animal training acts and time of clowning acts during the show is reduced. So what do you think will be the tendency of circus show in the future? Without animals and without clowns?
Can you repeat? Can you repeat, please? So we can see that during the show we have less time for clowning and less time for animal trainers and animal acts. So what will be? What do you think about the future tendency of the show? My dream is that both animal and clown can go ahead. I don't like too much to see one show with only acrobats. I love acrobats, but I also love animals and clowns. Ну, моя мечта, чтобы в цирке во время представления обязательно были и клоуны, и дрессировщики. Я не представляю себе цирк только из акробатов. Of course, animals is more difficult because two different reasons. Конечно, дрессура — это очень тяжелый жанр по двум причинам. One reason is that some people, they don't like animal working in the circus. Ну, во-первых, многие люди просто не любят животных в цирке. In Italy, we have association of people who doesn't like the animal working in the circus. They are fighting for the animal right, and so they try the circus to stop to work with animals. В Италии у нас есть ассоциации, которые борются с дрессурой в цирке, и есть люди, которые просто возражают против животных во время представления. Second reason, it's economical, because to have one act with animals, it's expensive. А вторая причина экономическая, потому что содержать животных и участие животных во время представления – это очень дорого. Because you have to take care about the animal in the best way, so you have to pay for the food, for the medical care and all this. Ну, вы обязаны заботиться о животных как можно лучше, вы должны покупать им еду, содержать их в хорошем виде, и это очень дорого. But at the same time, if you have a very good animal act, you can easily find work all over the world. Но с другой стороны, если у вас есть хороший номер с животными, вы всегда себе найдете работу во всем мире. But regarding the clown, no excuse, no excuse. There are no people fighting for the clown's right, so the clowns can work in the circus, and to be a clown is not expensive because one person alone can do a whole show. Но что касается клоунов, ситуация здесь совершенно другая. Никто с ними не борется. Им как бы работать очень легко, и даже один человек может провести целое представление. So I think and I hope that clowns can go ahead. And I think and I hope, I'm sure, that Russian clown can keep going, being at the maximum level in clowning also. Ну, я надеюсь, что клоунада будет развиваться в дальнейшем, и русские клоуны все-таки поднимутся на самый высокий уровень. Александр, спасибо огромное. У нас просто поднимает время, да. Мы всегда рады с вами встретиться на нашей земле, на телемостах, и всегда рады с вами общаться. Но сегодня мы прощаемся, да, и до новых встреч. Yeah. No problem, it was okay. Thank you very much. See you soon. Ciao to everybody. Ciao. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Итак, дорогие друзья, мы благодаря технике таким замечательным образом пообщались с Италией.